Если спросить, что мы знаем про Англию, простой обыватель ответит: Биг Бен, Королева и Роллс-Ройс. Последовательность может быть разная, но английская марка премиум автомобилей все равно будет всплывать в ответах тех, кто в основном в Англии не был. Итак, Его Величество английский автомобиль, король Rolls-Royce Silver Cloud 3. Все уныло и чопорно, как и полагается королю. Этакий монумент английскому снобизму. Но елки-палки, я его люблю. И как можно не любить Rolls-Royce? Вообще запросто. Давайте сегодня сделаем исключение, попробуем автомобиль не хвалить. Итак, начнем с внешности. Огромный кузов длиной более 5 метров, появившийся после войны, на десятилетие определил концепцию марки. Различий между первым и третьим Silver Cloud не так много. Есть несколько визуальных отличий, и одно из них — вместо 2 фар появилось 4. Это как у нас с копейкой. Поставили 4 и сразу получился ВАЗ-2103. Да, смотрится все монументально и тяжеловесно. А багажник? Покатая попа гигантского жука. Правда, под панцирем крышки скрывается достаточно большая пещера. Зачем? Зачем такому автомобилю такой багажник, где половину свободного пространства съела неудобно лежащая запаска, которую еще и сложно вытянуть? А салон? Вы видели салон? Сейчас я вам покажу. Сразу хочется кричать: да здравствует пролетариат! Потому что здесь для каждого буржуя подлокотник, сэру Перу по столику, пепельнице, зеркальцу, прикуривателю. Хватит, посмотрите вперед. Недопустимая для послевоенной поры роскошь. Кожа везде, дерево тоже везде. Но вот обработка панелей очень топорная. Все сделано так, как будто эту машину делали вы сами. От этого хочется ее трогать, гладить, наслаждаясь теплом дерева и уютом кожаных диванов. Видите, где полет фантазии, где вычурность? Нет тут этого. Обычная плоскость английских панелей. Все понятно, нет интриги. Кондиционер, радиоприемник, там вон есть столик. Хорошо читаемые приборы. Уныло. Ладно, ямщик, трогай. Унылость бытия нападает сразу. Шелестят колеса, проплывает пейзаж начинающейся зимы, а тебя ничего не раздражает. Или нет? Тебя именно это раздражает. Раздражает, как работает подвеска. Обычная двухрычажная, с пружинами спереди и полуэллиптические рессоры с электроуправляемыми амортизаторами сзади не досаждают пробоями. Она отрабатывает ямы и ямки аккуратно, оберегая позвоночный столб пассажира. Кстати, отсутствие запаха стало частой претензией покупателей данных автомобилей. И знаете что? Химики компании придумали состав, который возвращал запах в новые машины. Силовая установка тоже не отдельная песня. Да, я за рулем, за этим большим автобусным рулем, который крутится одним пальцем. Итак, двигатель. Его хватает всегда и везде. Просто нажимаешь на акселератор, и серебряное облако уносится вперед. Его технические характеристики. V-образная восьмерка объемом 6230 кубических сантиметров. Мощностью на 7,5% больше, чем Silver Cloud 2. Почему так не точно с мощностью? Да потому что на вопрос, какая мощность, в компании отвечают «достаточная». И все. По-моему, это просто неприлично. А прилично ставить автоматическую коробку, 4-скоростную. Она переключает вовремя, но достаточно резко. По-моему, позор. Про тормоза, комбинированные гидравлическо-механические сервоприводом, вообще говорить не хочется. Не хочется говорить, что машина может, разогнавшись до 187 км в час, при весе около 2 тонн спокойно остановиться, не пытаясь сместиться с траектории. Не хочется говорить про то, какими глазами провожают мощного старика прохожие и участники потока. Сказать, что я испытываю восторг или удовольствие, нельзя. Я их не испытываю. Я испытываю что-то большее, космическое. Нет слов. С 1962 по 1966 год, когда Silver Cloud ушел на пенсию, было выпущено 2555 автомобилей третьей серии. И сами понимаете, что сохранились они практически все.
Это-то и понятно, слишком дорогая вещь, чтобы выкинуть или забыть про нее. Но вот что совсем неудивительно, данные автомобили в цене не теряют. Они как старое хорошее вино, только дорожают. Не получилось. Все в нем прекрасно. А может быть, я просто люблю Rolls-Royce? А это уже не важно.